мой дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем играть в The Invincible. Я все время оговариваюсь почему-то, когда называю название этой игры. В общем, продолжаем с вами искать нашу команду. Следующий у нас по списку Коваль. Но я что-то пока маленько подзапуталась, опять как его найти. А если... А может... Вот это что за точки теперь? Ничего. Что ты на них нажимаешь, и почему-то все равно... Слушайте, непонятно. Я предлагаю включить вот эту штукень. А, ну он указывает на... Блин, это так жестоко. Думаете, Коваль... Отбросим пессимизм. Вы найдете его, доктор, живым. Я уверен. Это очень здорово, конечно, что вы уверены. А, вот, локатор. Здесь кто-то есть. Ну вот, получается... А все, к ней уже не ведет. Или ведет? Нет, ведет. Вот, кто-то здесь еще есть. Я же могу вот здесь вот так обойти? Вот так вот. А чё там этот сверчок, светлячок, Василек? Не прилетит за нами? Кто-то здесь. Ой! Блин, можно только он живой? О, нет. Ясно. Доложите обстановку. Ясно. Он тоже... Коваль? Даже не думайте. О, боже. Ах, вы живы. Слышите меня? Коваль жив. Я в этом ни на секунду не сомневался, доктор. Как он? Сейчас проверяю. Показатели в норме. Но он совсем не реагирует. Он как этот, который в лагере. Коваль? Коваль? Глаза у него пустые, прямо как у Крауты, да. Все-таки склоняется фамилия. Коваль! Да что с вами не так, черт подери? Симптомы такие же, как у доктора Крауты? Он как будто спокойнее. Что ж, по крайней мере, он жив. Слушайте меня ясно. Посадочный аппарат уже в пути, но прежде чем мы доставим доктора Коваля на борт, хочу вам кое-что поручить. Ясно? Слушаю вас. Поищите-ка его журнал. Так, страница журнала. Журнал разорван. Страницы повсюду. Незадача. Коваль связывался по радио с доктором Горским и делал записи. Именно поэтому они крайне важны. По этим записям мы можем найти Горского. Я их изучу, но это может занять какое-то время. О, нашли? There is life. Так, тут какие-то слова доктора Горский. Там было написано, что типа здесь жизнь. Я только не прочитала, что дальше. Типа, может быть, там написано, здесь жизнь невозможно. Нашла! На удивление, доскональное описание. Он будто документировал каждый шаг Горского. Пора перенести Коваля в зону эвакуации. Вы справитесь, доктор? При обычной гравитации это было бы куда сложнее. Но здешняя облегчает задачу. Так а что ты тогда так медленно ходишь? Так. Конструкции разветвляются над землей. Г осматривает правое ответвление. Массивный вертикальный образец. Он выступает над поверхностью. Водяной резервуар, подземные конструкции. Самая большая под холмом, 150 метров отметка. Видимость с точки 4, азимут 350, расстояние 200. Это что мы делаем? Запоминаем. Так, сейчас перетащу тебя. А почему мы того не перетаскивали никуда? Забрала. О! Так,
Так, отнесите Коваля в посадочный аппарат. Когда доберетесь, посадите доктора Коваля в кресло. Я подключусь к... Ага. Вы еще не перезагрузились? Пока нет. Посадите аппарат. Так, посадочный аппарат уже снижается. У меня предчувствие... Так, Коваль, смотрите. Скоро будете на стрекозе. Нет, видать, в целости и сохранности. Я думаю, что он разобьется. Он как-то отреагировал? Нет. Капец, мы вообще очень женщина, знаете. Боевая. Схватила мужика, поперла. Эх, не понимаю. Как все это вообще произошло? Краута, Марит, теперь еще и Коваль. Беспрецедентная деградация оборудования. Это все явно как-то связано. А с другой стороны, как? На этой планете толком ничего нет. Примитивные формы жизни в океане, металлические месторождения в земле. Последние, впрочем, привлекли внимание доктора Горского. По какой-то причине. Я думаю, это какая-то аномалия. Здесь все на куски разваливается. Что происходит? Не знаю, может быть, мы имеем дело с какой-то аномалией, с атмосферным или магнитным феноменом. Думаю, аппаратура... Так, Горский все-таки собрал данные, да, помню, может, он ошибся. Вот этот вот Новик тараторит, как я не знаю кто. Невозможно вас in Russian language читать, понимаете? По-русски длиннее сильно предложение, а вы еще и тараторите. Вот сюда. Уйдем. В кресло. В это. Присаживайтесь. Как-то его надо закрепить. Вот. Я разбираюсь, я же говорю. Посадила. Увидимся наверху. Что теперь? Остался только Горский. Он мог зайти довольно далеко. Все на это указывает. Нужно найти его как можно скорее. Сначала я вернусь за телом Марит. А как же доктор Краута? Во-первых, а как же доктор Краута? Нужно за ним вернуться. Не нужно. Я вернул себе контроль над андроботом. Так что я о нем позабочусь. И о теле доктора Марит тоже. Ладно. Вы тем временем отправляйтесь на поиски Горского. А что-то мне нанесли на карту? Найдите доктора Горского. Но мне ничего не нанесли на карту. Куда-то мне надо, вот определенно. Это что-то лагануло или я как-то могу увеличивать вот эту штуку? Наверное, что-то лагануло. Я не очень понимаю, куда мне надо. Но это вот он указывает мне на вот этого, что... Ну, надо дальше куда-то идти, потому что он говорит, видишь, он мог зайти довольно далеко. Я думаю, значит, надо куда-то идти дальше. Марит мы нашли здесь, Коваля чуть-чуть подальше. А Коваль склоняется фамилия? Времени нет, нужно двигаться. Так я двигаюсь, что ты нагнетаешь обстановку. Все еще указывает, наверное... Мама, не надо! Нет, какие-то гейзеры тут. Это что? Нижний уровень. Что? Ну, нижний уровень. И что? А я откуда вообще пришла, кстати? Не отсюда ли я пришла? Нет. Нет. Я пришла. Интересно, а что происходит? Там мне текстуры не позволяли пройти. Так, ну значит, я пойду здесь. Нет, извините, что, астронавты... Я смотрела уже все в этом районе. И что? И что ты хочешь мне сказать? Landing place, я уже здесь была.
Может, наоборот, еще выше. Или наоборот, на нижний пойти. Его же привлекли эти металлические штуки. Может, он там как раз и сидит? Копал? Какой-то шум, слышите? Да. Что происходит? Доктор, сейчас. Проверяю. Это что такое? Это дрель. Оглохнуть может. То есть он еще и работает. Он не понимает, что случилось. Стоит там. Смотрите. Видите? Ага, с другой стороны то же самое. Есть новости? Копаем так глубоко, насколько только позволяет ландшафт. Времени уйдет немало. Алло, Регис, доложите обстановку. Астрогатор. Мы выкопали еще 3 кубометра. Объект обладает невероятным структурным единообразием. Анализ показывает похожий результат. Сталь со сплавом вольфрама? Верно. С примесями прочих неблагородных металлов. Есть возможность добыть объект целиком, без анализа? Для анализа. Никак и нет, целиком его даже сонар не может охватить. Доктор Горский настроил детектор, чтобы посмотреть, что творится под землей. И что, нашли что-нибудь? Да, все то же самое, только то, что торчит над поверхностью, только верхушка айсберга. По нашим оценкам, объект уходит под землю как минимум на 50 метров. Понятно. Кроме того, этот объект явно не единственный над поверхностью, тут целая корневая система под поверхностью. Такая обширная, что сразу ее исследовать точно не получится ни сканером, ни детектором. Так, доктор Горский как раз этим занимается. Горский, вы сканируете эти корни? Так точно. Направляюсь на запад, прошел уже пару сотен метров. Они все не заканчиваются. Извините, что перебиваю, но я обнаружила что-то любопытное. Тектонические активности здесь не было уже очень давно, тектонической активности. Эоловые процессы идут крайне медленно, поэтому вещество, которым, так скажем, покрыта эта металлическая конструкция, очень старое. Следовательно, сами конструкции еще старше. Насколько старше? Тысячи лет, десятки тысяч? О, точную оценку я пока дать не могу. Дайте примерную. Ну, наверное, я думаю, им сотни тысяч лет, а то и миллионы. Ничего себе. Что-нибудь еще? Да. Вряд ли у этих конструкций естественное происхождение. Я почти уверена в обратном. Почти. Я такое вижу впервые, а повидала я, как вы знаете, достаточно. Мне сложно найти научное обоснование для подобной конструкции. Может, Альянс сюда за этим явился? Не будем строить догадки, я понятия не имею. Лично мне так не кажется, астрогатор. Чем больше мы увидим, тем больше исследуем. Мне слабо верится, что эта штуковина может представлять хоть какую-то ценность. Не тараторь. Нормально разговаривай. Ну и чё? Что-то надо сделать мне? Осторожный, Кобаль, Регис, связь пропадает. Так ничего и не... 0. Коваль, как слышно? Прием. Огромный... Что это? Марит, вас не слышно. Проклятье. Что будем делать? Слушаем дальше. Подождем, пока помехи пропадут. Прошу прощения, но мне не кажется, что они пропадут сами по себе. Я могу к ним отправиться. Я могу приземлиться на поверхность на втором посадочном аппарате. Ясно, я не отправлю вас в одиночку. А сам я с ногой что-то там у него. Ну вот так мы и оказались на поверхности. Чё, возьмем? Пойдем? Уф. Наконец-то. Я думала, ее надо взять. Увы, кроме меня здесь никого нет. Работающее оборудование... Похоже, они все бросили и даже не выключили. Действительно печально. Нужно расширить радиус поиска.
Куда уж тут расширять? Я хожу по целой чужеродной планете. Вообще странно, почему не наносится какая-то новая информация на карту, потому что там же мы из флешбека увидели, что он там идет на сколько-то метров, куда-то там. Можно же было соотнести местоположение их на момент, когда пропала связь, и хотя бы так искать, а тут типа ничего вообще не изменилось, просто так же продолжаем на шару ходить, что-то искать. Странно. Но мы всех найдем. Здесь спуститься нельзя, можно спуститься здесь. Попробуем еще раз сходить туда, может быть там и дальше еще как-то можно пройти, потому что сказали, что Горский мог зайти еще дальше. Если вы беспокоитесь, я все еще здесь. Просто времени уходит больше, чем я рассчитывала. Я знаю, как это бывает. Можете не объяснять, доктор. Вместе мы справимся. Я не знаю, то, что эта фраза про вот этот диалог проигрался, это значит, что я правильно иду? Или это вообще ни черта не значит? Нет, это, видимо, вообще ни черта не значит, потому что вот здесь сидел Коваль, если я все правильно помню, если я правильно ориентируюсь вообще. Но знаете, здесь первый раз. Не очень понимаю. Пришли мы вот, по-моему, вот отсюда. Справа. Потому что мы увидели вот эту хрень торчащую. Вот с этой стороны. Может, тут где-нибудь что-нибудь? Что-нибудь интересненькое. Нет? Мы очень маленький человек. Так, без изменения, астрогатор, вас понял. Ну вы своими диалогами вселяете в меня надежду, что я все правильно делаю, а я, оказывается, все неправильно делаю. Так нечестно. Прекратите. Ой, ты чё упала-то? Ты чё? Ты наверх иди. А это что такое за проход? Я думаю, ничего. Я думаю, ничего особенного в целом. Просто кругами так и ходим здесь. Ну да, вот эта железная штуковина. А какие-то, я не знаю. Ну да, написано, что я здесь уже все исходила. А вот здесь вот я была, вот в этом вот кружочке. Есть новость? Отстань, отстань. По крайней мере, за последние 5 секунд. Ладно, спасибо. А, это он, типа, такой... Это он отыгрывает характер. Он такой назойливый чел. Блин, что-то я не понимаю опять, куда мне надо. А главное, что все это значит? Кэмп. А зачем мне кэмп? Я здесь. По кругу я уже походила. Здесь я походила. Наверное, это все-таки обозначается вот где я ходила. Я не понимаю, где мне его искать-то. Этот показывает, наверное, вот эту женщину. Или показывает вот это то, что... Ну, который нас там сидит, ждет в стрекозе, ясно. Все в порядке. Да, просто нужна минутка подумать. Ну да, это вот он указывает на... А он непонятно на что указывает. Вот я типа здесь, то есть он даже не на тело уже указывает. Может, как раз под землей и надо его искать. А я туплю? Ну реально, они там что-то дрелили. Опять же, там лежит этот отбойный молоток. Точно, это почему-то перевели как дрель.
Но это больше похоже реально на отбойный молоток. Может, так все и произошло? Может, мне все-таки походить по вот здесь где-нибудь? Вот сюда я могу пройти? Да я не могу сюда пройти, алло. И здесь, главное, эта штука уже ничего не показывает мне. А сюда? Нет, здесь вообще никуда не ломанешься. Это на выход. И это тоже на выход. Ой, здесь никак не пройти. Эта миссия никогда не закончится. Давай, не ной. Иногда мне кажется, что вы вот-вот улетите без меня. Я думала, он на каком-то корабле сидит. Непонятно. Там найдите доктора Горского. Да как я вам его найду? Куда мне идти? Попробуем пойти, я не знаю, в жопу. Давайте где-нибудь все-таки поднимемся, короче, и там повыше походим. Да, блин, по-моему, ничего здесь нет повыше. Мы уже так думали как-то, по-моему. Да, здесь ничего нет. О, ноги уже еле поднимают. Ты сказала, здесь притяжение не такое. Ой, господи, я не знаю уже, что я заслужила. Чем я заслужила вообще вот это вот все? Но я не понимаю, где может быть этот доктор блуждающий. Ой, я стою в воздухе. Кошмар. Скандал. Я не знаю, может попробоваться вот к этой вернуться к точке высадки? Или что? Еще все так медленно. Вот умела бы она... Да зачем вы мне все свернули-то, алло? Бегать вот побыстрее. Там был еще какой-то один проход. Может быть, вернуться к точке высадки? И попробовать... Да ладно. Шаг за шагом, ясно. Шаг за шагом. Тут, по-моему, был еще один проход. Вот, может быть, куда-нибудь вот сюда пройти. Может быть, тут что-нибудь есть. Это он показывает, что там вон есть человек. Тут вот какой-то проход. Ага. Слушайте, а я помню это из демки. Да, да. Только я не помню, в демке мы, возможно, тоже заперлись сюда. Неизвестно зачем. Я покидаю место раскопок. Как он смог спуститься? Ну, наверное, вон там, может быть, более пологий какой-то спуск. Если я правильно употребляю слово пологий. Найду сейчас я вашего доктора, не переживайте, господи. Я поймала сигнал Горского. Так быстро? Быстро? А кто еще? А что? Хотя странно. Доктор Горский с ним почти не расставался. Я нашла зонд. Лежит на земле, не работает. Вряд ли он совсем уж не работает, раз вы его нашли. Может, он в безопасном режиме? Попробуйте запустить. Так, зонд поможет нам с поисками. Ну и заодно, словом, увидите. Ладно. Использовать. Ладно, открываю зонд. Что?
Ага. Включаю системы. Нет, стойте, ожидайте инструкций. На левой стороне щитка есть кнопка. Зажмите ее и поверните ручку еще раз. Давайте. Ага. Фотокарточки? Верно. Не знала, что у нас есть к ним доступ, а вы... Так, у нас нестандартные обстоятельства. Как говорится, сложные времена требуют сложных решений. И мы сейчас по фотокарточкам и будем его искать? А так бы они что, уничтожились? Так. Высадились. Пошли рыб смотреть. Поймали рыбу. Варварство. Так, это начало миссии. Ну, это начало миссии. Фото первых дней на поверхности. Они начали изучать прибрежную зону. Об этом говорится и в отчетах. Связь оборвалась на 4-й день. Раскопки. Эти конструкции мне знакомы. Именно там они приступили к раскопкам. Так. Раскапывали. Сильно раскопали уже. И что? Ага. Прошло 12 часов. 3 членов экипажа все еще там. Доктор Горский, видимо, уже ушел. Мы потеряли контакт вскоре после этого. Детектор. Зонд следовал за ним, а сам доктор руководствовался данными детектора. Он искал эти металлические конструкции. Да, именно. Что дальше? Ой, шум. Последняя фотокарточка. В основном шум. Ничего интересного, доктор? Они вели раскопки, а потом бац, и все мертвы. Незачем кричать, астрогатор. Просто передаю то, что вижу, вот и все. Секунду. Показатели электромагнитного поля слишком высокие. Это уже что-то. Каковы были показатели ранее? Сейчас. На предыдущей фотокарточке тоже высокие. И до этого в норме. А в самом начале? Или куда мы листаем? Что мы ищем? Это вот самая первая фотокарточка. Тут они были в норме. Видимо. Интересно, подождите. И тут, видимо, еще были вновь. Получается, они подключились буквально так. Но кругом одни дюны, больше ничего. Песок да камни. Тень. Тень. Опять песчаная буря. Наверное. Ладно, доктор, работаем дальше. Включайте предохранители, зонд мы... Ага. Это у нас будет опять круглый. У нас опять будет свой круглый. Привет, круглый. Так. О, ясно, активировала летающий телезонд. Супер. Так, посмотрите, куда? Что? Он точно работает. Кто? Сработало. Он не до конца исправен. А я откуда знаю? Сработало. Он на ручном управлении, верно? Тогда проблем быть не должно. Да, так и есть. Верно подмечено. Перевожу в автономный режим. Теперь он будет следовать за вами, доктор. Отлично. Отлично. Отлично, вдвоем веселее. В смысле, втроем. Секунду, странно. Ну, конечно. В памяти зонда нет данных. Даже идентификатора нет. Хотите придумать новый идентификатор? Дать ему имя. Все-таки он с вами какое-то время пробудет. Ну так что? Почему бы и нет? Сейчас придумаю. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Вас понял, слушаю. Шмель, батл. И звучит неплохо. Спутник, раз уж он вокруг меня кружится. Круглый! Его зовут Круглый. Балли. А, Балли.
А я что прочитала? Битл я почему-то прочитала. Батл я прочитала. Я молодец. Ну, Балли пусть будет. Please enter ball E. B-A-L-L-E. Готово. Еще парочка настроек. И у вас в распоряжении будет летающий... Круглый. Его зовут Круглый. Я ничего не знаю. Пойдем искать этого недотепу. Блин, надеюсь, он живой и сможет с нами побазарить. Где тут у вас спускаются? Блин, круто, ну реально прям такой же Круглый будет с нами ходить. Это очаровательно. Господи, ну что ж ты прям, ну реально, как мешок с картошкой. Где твоя, физическая подготовка к миссии? Детектор. О, вон эти под землей, какие эти. О, это реально целая корневая система. Блин, я не прочитала, что они там говорили, я просто смотрела эту приколдес. Здравствуй, Круглый. Все равно буду звать тебя Круглый. Странно, как будто бы вообще поблизости ни хрена нет. Не, ну реально, эти металлические хрени, посмотрите, как они... Они, во-первых, еще вглубь идут. И вон, под землей. Они, может, вообще всю эту планету опоясывают? Это Йормунгант! Я знаю скандинавскую мифологию. Правда, он не был металлическим, но это ничего страшного. Локи не такое может. Там что-то я вижу, но мне кажется, мы просто по кругу прошли, поэтому я что-то там и вижу. Потому что детектор этого не видит. А, нет, это просто кусок планеты. Время утекает, как песок сквозь пальцы. Столько песка. У вас уставший голос, ясно. Потому что я устала. О, огромная конструкция. Она была на фотке. Мне кажется, она была на какой-то фотке. Зонд что-то засек. Я вижу показания. Что там? Что там? Что там? А, огромная конструкция. Конструкция подходит под описание. Молодчина! Я знала, что на тебя можно рассчитывать. Подам заявку на личный зонд. Как только найдете доктора Гурского, я лично об этом позабочусь. Ладно, что там за конструкция? На что она похожа? Похожа на... Она похожа, знаете, вот Windows XP, помните? Там были такие на заставке. Такие штуки. Вот на это похоже. Хотя, если вы живете в каком-то там, хрен знает каком году, вы, наверное, и не помните, что такое Windows XP. Что именно привлекло внимание доктора? На строительные леса, только под землей похоже. На какую-то опору. Она как будто органическая, но сделана из металла. Вот я к этому склоняюсь. Похоже на органическое образование, что-то вроде системы корней, да. Возможно, эти конструкции умеют расширяться каким-то образом. Но тогда они должны быть органическими, разве нет? Да, и в этом загвоздка. С виду они не органические, но это не так. Или наоборот. Ну, короче. Может, надо прям по этим корням идти? Он как раз пользовался детектором. Наверное, по этим корням и надо следовать. Где-то он тут и торчит. Ну, опять она что-то напевает. Одну мою подругу убили, ну, вообще она умерла. Другие два сошли с ума. Я иду по чужой планете, напеваю песенки. Ля-ля. Ничего меня не смущает. Зачем ты так сказал, Пруд?
Мы нашли пруд. Вода упоминается в отчете. Возле третьей точки. И подходящий объект есть. Хорошо, сколько еще осталось? 2 точки, по крайней мере, он так сказал Ковалю. Что будет дальше? Что было дальше, понять непросто. Так, аккумулятора... Вряд ли он ушел слишком далеко. Короче, аккумулятор должно хватить. Ну вот прям дальше и надо чесать. Прям по этим корням. Я так думаю. Вот. Ой! Ну зачем ты меня пугаешь, женщина? Следы ботинок! Я нашла следы! Ага, нашла его следы. Наконец-то прямые доказательства того, что он направился именно сюда. Отлично, дальше вниз должно быть попроще. Я уверена, астрогатор. Следующая точка находится на высоте 100 метров. Думаю, мы нашли 4-ю точку. О май гуднес. Подтверждаю, это 4-я точка. Вижу наш флаг. Явно не вниз. Я его не скоро увижу. Боюсь, что я его не скоро увижу. Сложно сказать, насколько свежи эти следы. Это место хорошо скрыто от ветра, так что вполне возможно, что доктор прошел здесь несколько часов назад. Не больше 6, учитывая временные рамки. В космических масштабах это микроскопическая цифра. Спасибо, утешили. Действительно. Короче, где тут теперь эти корни идут? Ой, тут вообще какая-то лава. Как-то надо вон туда и наверх. А почему... Слушайте, ну тут должна быть такая температурища. Так, ясно. Прошла очень близко к раскаленной лаве. Спасибо, это было достижение. Если вы не знали. Так. Здешние конструкции выглядят заметно иначе. Если и дальше будет расти в таком темпе, боюсь представить, что меня ждет в самом конце. Расти в каком смысле, доктор? В глубину или ширину? Или структура становится более замысловатой? Все сразу. Любопытно. Думаете, эти жилы куда-то ведут? Где их конечная точка? Я все больше склоняюсь именно к этому. Но сложно сказать, что нас ждет на том конце. Или ждет что-то... И ждет ли что-то вообще? Ну вот нам, короче, ну наверх. Может, нам уже и не нужен детектор? Мы же, в принципе, уже знаем, где вот эта 4-я точка. Она наверху. Пробежимся чутка. Блин, ну странно, что... Но они здесь вот внизу, эти штуки, они. Но я поднимаюсь выше, это уже хорошо. Еще я прошла очень близко к раскаленной лаве. Нет, я куда-то не туда пошла. Наверное, все-таки стоит следовать. Прям... Блуждая по этой планете, все больше... Блуждание по этой планете все больше убеждают меня, что знакомая мне реальность и реальность настоящая не одно и то же. Далеко не одно. Должен признать, мысль интересная и несколько тревожная. Попробуем в эту сторону пойти. Потому что, ну, по-любому не вниз. Это вот 100%. Вот я даже вот как бы и не знаю. Ну вообще сюда ведут эти опять корни. Стопудово. Стопудово, это сейчас все правильно. 3, 2, 1. Посадочный аппарат стартует? Да, они уже в пути. А как же мы с Горским?
Я добралась до вершины. Доктор обнаружил здесь нечто новое. Так называемые кусты. Знакомый термин. Нет, вы слышали его в разговорах Коваля и Горского? Нет, ясно. О них мне доложили вы. Сразу после высадки. Серьезно? Но я... Сейчас я ничего подобного не вижу. Каков план следующего полета? То же место, да, это наилучший вариант. Проверенный. Когда вы с доктором Горским вернетесь, я сразу же отправлю за вами посадочные. Ага. Коваль записал показатели. Так это же я все равно не понимаю. Азимут 350, расстояние 200 метров. Ну, вас понял, отправляю зонд. Куда? А я чё? Что? Я здесь буду стоять и ждать, пока Круглый сделает все дела? Ну, я в целом ничего больше не могу сделать. Я уже этот не вижу даже через детектор. О! Что происходит? О! Черные кусты. Нашла, вижу кусты. Доктор там? Сложно сказать, видимость низкая. Фу, похоже, в этот раз будет сложнее. Не знаю, как доктор... Что касается безопасного маршрута, трудностей возникнуть не должно, но вам придется добраться туда пешком. Полагаю, первую задачу мы отдаем зонду. Он ведь справится? Конечно, перевожу его в режим анализа окружения. Зонд рассчитает оптимальный маршрут от вашего местоположения к пункту назначения. Он проведет вас по маршруту. Наконец-то! Расчет займет буквально секунду. Ну все. Все, рассчитали, нет? Мне уже пора идти. Но вообще он полетел вон туда. Ну вот это давайте тоже туда пойдем. Или может быть все-таки опять... О! Здорово! Привет! Показывай дорогу. Пойдем. О, как хорошо! Убирай эту бандуру. Вот прекрасно. Надо сказать, наш зонд довольно умен. Долго он еще сможет летать? О, да, он куда выносливее вас. Просто-таки идеальный исследователь, может даже лучше человека. Незачем сгущать краски. Это вопрос времени. И не знаю, мне кажется, машины в какой-то момент превзойдут своих создателей. Но в чем-то абсолютно точно. Мой круглик хороший. Вообще все с круглым. Все точно станет хорошо. Мы это уже проходили, плавали, знаем. Круглым мы доверяем. Куда теперь? Может, зря мы вам доверяем? Хочешь сказать, прыгать мне надо, да? Так, у нас проблема. Ну что, ты рассчитал? Что-то серьезное? Может быть, машины и правда нас когда-нибудь превзойдут, но явно не сегодня. Маршрут, определенный алгоритмом, ведет через пропасть. Нет, я обойду. К сожалению, модель устаревшая. Подобные ошибки неизбежны. Но сам модуль значительно улучшен. В геометрической... Представьте, если бы белковые существа вроде нас развивались так быстро. Нет, эволюция устроена не так. Человека так сделать идеальным не получится. Верно, не получится. Нам приходится тысячелетиями ждать заметных изменений. Опасаетесь за свою карьеру? Моей карьере ничто не угрожает. Моей карьере ничто не угрожает. Вероятно, их можно улучшить довольно быстро, лишь некоторые модули и алгоритмы. И до искусственного мозга, который как минимум отдаленно напоминает человеческий по структуре, нам еще очень далеко. Да, мы с вами до этого вряд ли доживем. Согласна. И вообще, разумная машина за мою работу явно не возьмется.
Тихо. Астрогатор, вы слышите? Вы о чем? В том-то и дело, ничего не слышно, тишина. В этом смысле. Мы тут беседуем о роботах, а доктор Горский так ничего и не ответил. Ну, не знаю. Наверное, он еще далеко. Наверное. Круглый, давай на перегонки. Доктор Горский, вы здесь? Я тебя перегнала, не выдумывай. Это не заразное говно какое-то, там от него какие-то... Эти кусты какие-то странноватые. Вот я про то же. Лучше не подходите, доктор. Опишите их вкратце, только близко, не подходите. Если позволите, я применю термины, характерные для живых организмов. Разумеется, они похожи на слизистые кистеобразные образования. Растут из трещин в скалах. Они довольно высокие, от 1 до нескольких метров. А вот там можно было что-нибудь выбрать? Может, вот тут где-нибудь что-нибудь появится? А то это такое прям, ну, скопление. Может быть, это о чем-то нам говорит? Вот. Некоторые растут поодиночке, а некоторые образуют своеобразные ржавые заросли и покрывают стены пропасти. Вкратце картина примерно такая. Можете предположить, выполняют ли они какую-либо роль? Защита, сбор энергии, колония. Ну пусть будет защита. Судя по обилию острых краев и по твердой с виду структуре, не говоря уже о внешнем виде в целом, думаю, эти кусты выполняют защитную функцию. Хороший вопрос, от чего здесь защищаться. Непонятно, чему они могут противостоять. Ни на поверхности, ни в воздухе нет каких-либо хищников. Может, под землей? Туда мы и направимся. Да, возможно, астрогатор. Горского здесь нет. Боюсь, он двинулся дальше. И если он направился туда, куда я думаю, он наверняка потерял связь с лагерем стрекозой. И стрекозой. Значит, мы тоже потеряем связь. Вполне возможно. Только один способ это выяснить. А круглый пойдет? А круглый не пойдет. Решение за вами, сэр. Я не хочу к ним подходить. Продолжайте поиски. Нам нужно его найти. Я могу не вернуться. Да, это верное решение. Неписанное правило, да? Своих не бросаем ни при каких обстоятельствах. Верно, доктор? Что бы ни случилось, члены экипажа должны быть на борту живые и мертвые. Это один из главных принципов, хоть в правилах о нем ни слова. О, господи, круглый, напугал. Круглый, веди меня. Куда мне? Мне показывают, что прям вот сюда... Но тут эти кусты... Прорывается, но я вас поняла. Дам знать, как только выйду из тоннеля. А как здесь выйти из тоннеля? Здрасте. Фу. Она что-то вспомнила опять. Высота 24 000, скорость 250. Сверчок летит ровно. Мы пристегнуты? Я очень надеюсь, что да. Уже 12. Уменьшить тягу. 30 секунд до приземления. Все хорошо, прием. Принято. Мне еще нравится, что нелинейное чуть-чуть повествование. Что типа как бы... Так, высота 5000, тяга 10%. Фиксирую перебои в передней... с переданных данных. Последняя фаза снижения. 47 градусов, понятно. Приступаю к приземлению. А ты-то как приступаешь? Сидишь, никого не трогаешь. Все. Сверчок приземлился. Повторяю, сверчок приземлился. Астрогейтор... Астрогейтор. Астрогейтор, астрогатор, как меня слышно.
Все хорошо, позвоночник на месте, перенапряжения нет, дыхание в норме. Отлично. Надеюсь, дорога в лагерь тоже не составит труда. Кто смотрел прошлую серию, тот знает. Так, выхожу наружу. Как видимость, идеальная пыль уже осела. О, жук. Вижу второй посадочный аппарат. Они все еще на планете. Превосходно. Я опасался, что они попытаются улететь. Что было плохой затеей, учитывая, что связь со стрекозой пропала. Что-то здесь не так. Что такое? Люк открыт наполовину. Они докладывали о проблемах? Откуда мне знать? Вы были последний, кто общался с экипажем, верно? Проверьте второй посадочный аппарат. А что я здесь проверю? Надо залезть. Все равно нажимаю на пробел, хотя это совершенно не нужно. Сгоревшая панель, я внутри. И... Они точно не смогли бы вернуться. У нас остался только один посадочный аппарат. Они точно не смогли бы вернуться на стрекозу. Их посадочный аппарат, мягко говоря, поврежден. А если точнее, он выглядит так, будто попал в бурю. Вас понял. В смысле, я не совсем понимаю, как это произошло, но это означает, забрать нас отсюда сможет только Сверчок. Да, у нас нет права на ошибку. Забираю посадочный аппарат на орбиту, отправляю его напрямую в лагерь, как только мы найдем подходящую посадочную площадку. Продолжайте идти в сторону лагеря. Мы справимся. Нам доводилось выпутываться, так и оборудование иногда ломается, обычное дело. Но так еще... Продолжайте, что вас беспокоит. Так что они не выходят... То, что они не выходят на связь, причем слишком долго, учитывая, что среди них есть кибернетик. Да, мне это тоже не по душе. О, красота-то какая зато. Море. Ну они же и хотели исследовать море, поэтому, естественно, сразу на берегу и приземлились, чтобы далеко не чапать. Или это не море? Похоже на море. Море и есть. Мне к морю или куда? Солнце слишком близко, мне кажется, местное. Вам так не кажется? Ого! Коваль был прав, красота. Действительно, никто не спорит. А мне куда? Посмотреть на бережок. О! Вижу кое-что. Давайте на кое-что фокус наведем, да? Приблизить, отдалить. Что я нажала? Я ничего не нажала. Вот. Здесь они искали океанский... В смысле? Вы имеете в виду, что они там рыбу ловили, да? Сначала они остановились здесь. Потом пошли по берегу на север. Верно, но мне кажется, вы можете срезать. И отправиться на восток, прямо в лагерь. Окей. Нужно только найти дорогу. Так, а что? Это та самая карта, в которой я запуталась. А почему-то как-то лагает здесь вот эта тема. Ну, видимо, карта мне не понадобится. Пойду сразу в лагерь, вон туда мне. Я не знаю, я так думаю. Я так чувствую, я художник, я так вижу. Мне надо туда. Опа, мусор. Они остановились на привал и засрали планету чужую. Здесь кто-то курил, кто-то почувствовал себя как дома. Я нашла окурок и пачку из-под сигарет. Кто-то здесь курил. Кто из них курил? Да уж, на правила им получается плевать.
засоряют экосистему. Нет, не в этом дело. Я понимаю, что вы хотите свести следы нашего преступления к минимуму, доктор, но на кону судьба миссии. Думаю, не следует объяснять вам, насколько опасно зажигать огонь в пыльной атмосфере, а экосистема Регис, вымершая, стоит отметить, у нас явно не в приоритете. Я бы даже сказал... Так, позволю себе не согласиться, мне кажется, важно и то, и другое. Вот я думаю, что важно и то, и другое. Меры безопасности действуют для людей, но не стоит забывать о целостности чужеродных цивилизаций. Нельзя ставить их... Простите, что перебиваю, вы можете проверить, на верном ли я пути? Да, подтверждаю. Такими темпами вы доберетесь до лагеря за час. Так вот. Вы это к чему, доктор? Миссия и безопасность наших людей превыше всего. Это факт. Вы слишком самоуверенны. Факт? Не слишком ли вы самоуверенны? Разумеется, доктор. Самоуверенность не самое дурное качество. Мы должны знать свою ценность, а не свою, какими бы они ни были. В конце концов, выживает сильнейший. Какой ты вообще? Этот маршрут короче, но сложнее. Ну ладно, вернемся к теме нашего разговора. В биологическом смысле нет, астрогатор. Кроме того, я не уверена, что нам следует вмешиваться в чужой порядок только потому, что мы можем себе это позволить. Позвольте, доктор, людям свойственно вмешиваться, у нас это в крови. Люди до сих пор были бы обезьянами, если бы просто смотрели на деревья, вместо того, чтобы научиться их рубить. Натура у нас дурная. Тут не поспоришь. Согласна. Можно мне пройти? Мистер Камень, мне нужно туда. Спасибо. А можно как-то еще раз запросить верность моего пути? Но я думаю, что правильно я иду. И что-то сейчас здесь со мной случится. Меня вот так вот, как Элли, значит, буря вот так, как это называется, подхватит и унесет на другую точку карты. И я буду искать заново все это говно. Я не нажимаю Shift. Зачем ты бежишь? Чтобы потом сказать... Что за... Астрогатор, я нашла любопытную неорганическую конструкцию, похожую на шипастые металлические образования. Искусственные растения, спонтанные наросты. Я впервые в жизни вижу нечто подобное. Провести бы анализ. А когда ситуация стабилизируется... Ох! Меня что-то вдруг затошнило. Не переусердствуйте, вы провели на поверхности меньше получаса. Дело не в этом, я чувствую темноту. Повторите, это из-за этих растений происходит. Они что-то источают, от них идет какое-то что-то. Я опять что-то неправильно сделала? Или так надо было? Что? Надо отсюда уйти? И чем скорее, тем лучше. Что происходит? И что? Алло, тараторящий мужчина, вы обо мне не беспокоитесь? Не хотите спросить, как у меня дела? Чё я там обливала весь скафандр себе? Не хотите со мной побеседовать? Что происходит? Где я? Ну, я там же. Я шла вроде... А у меня еще нет детектора. Почему меня спустили на эту планету без детектора? Мне кажется, мы блуждаем вслепую. Да я знаю. Нужно найти какую-то дорогу. Согласен, нам нужно двигаться. Ну да, вы правы. То есть все-таки мне здесь надо было идти. А почему этого чувака вообще никак не смутить? Что? Не трогай! Дурная! Доктор, ясно. Зачем пощупала их? Ужас. Продолжайте поиски. Зачем ты щупаешь все? Ты биолог или где? Куда нам? Вон туда, за круглым. Пойдем. Ты нас правильно ведешь? Этих штук, главное, нет уже.
А что бы тогда здесь делал Горский? Это чё? Не, это, видимо, был... Ой! Это были боке вот эти вот, это не... Чё? Небо! Вы меня слышите? Прием! Похоже, что нет. Похоже. Господи, будь здоров. Раз, два... Он ругается матом! Что происходит? Астрогатор! Доктор, я пытался его откачать, но... Нет, только не... Коваль... Доктор Краута, но как? Он же был совершенно здоров. Какой-то шок. Истек кровью. Все равно не понимаю. Это я виновата. Это все Арти, чертов робот. Это ваша вина. Ну давайте на робота свалим. Ему все равно насрать. Поверить не могу. Это все чертов робот. Наверняка уронил доктора и обрек его на смерть. Нет, ясно. Я командир корабля. Я допустил ошибку. Судя по всему, с доктором произошел несчастный случай после того, как он сам покинул лагерь. Я должен был предвидеть. Да, должен был. Ты куда собрался-то? Кажется, я знаю, куда направился Горский. А я туда как направлюсь, здрасте. Да, точно, Горский был здесь. Его трос свисает с уступа, хороший знак. Если он там его оставил, наверняка, типа, наверное, не знаю что. Но почему он до сих пор не вернулся? Кто ж его знает? Ага. Я спускаюсь за ним. Скажите вот еще что. Как вы поступили с телом Крауты? Он в криокамере. Собираетесь воспользоваться за могильным? Да, подумаю об этом. Подумываю об этом. А вы как считаете? Я ничего не нажала! Я упала, круглый. Ясно, доложите обстановку. Ох. Секунду. Я чуть не шлепнулась. Я нашла конец троса. Это хорошая новость? Вовсе нет. О чем вы? Я застряла. Повисла на тросе, до скалы не достать. До земли не близко. Блин. Обратно забраться можете? На одних руках с полным рюкзаком? Нет, без шансов. А как же адреналин? А если раскачаться? Куда раскачаться? Прыгнуть? Могу спрыгнуть. А это безопасно? Вряд ли. Падение с большой высоты на неустойчивую поверхность. Такой маневр я бы безопасным не назвала. Тогда давайте-ка все обдумаем. Хорошо, я думаю. Если Горский здесь прошел и ничего себе не сломал. Мы этого не знаем, ясно? Может, он сошел через боль? Я не собираюсь тут вечность висеть. Если вы ничего лучше не придумали, есть одна идея. Довольно рискованная, но попробовать стоит. Астрогатор, я хоть обычно за всесторонний анализ, но не могу больше здесь висеть. Понимаю вас. Видите зонд? Да, вот он. Летает рядом. Я могу дать ему команду подлететь ближе, чтобы вы смогли за него ухватиться. Ух, а он меня удержит? Этого обещать не могу. Ну, давайте попробуем. Ладно, давайте. Чё? Ой, я уже... Ой, ничего себе. Даю команду. Сейчас спустимся и будем заканчивать. Так, 2 метра вперед. 1 метр вперед, 3 метра вперед. Я думаю, это 2 метра вперед. Привет, круглый. Все, стоп. У вас отличный глазомер. Сомневались во мне. Хватаю.
Ой, круглый. Ой! Ой, маневр завершен. Ой, ударился. Можно и так сказать. Упала с высоты пониже, но посадка довольно мягкая. Мой круглый нас спас. Ты такой молодец. Ты такой хороший. Герой. О, вот, сохранение, как раз, все. А я уже опять забыла, что надо заканчивать. Что-то меня затягивает так, я вообще не знаю. Причем, казалось бы, как будто бы вообще ничего интересного не происходит на самом деле. Мы такие ходим по планете. А меня почему-то так вообще затянуло, я не знаю почему. Надеюсь, вас тоже. Пишите в комментариях, как всегда, что вы обо всем этом думаете. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.